Привет, друзья! Сегодня с удовольствием делюсь с вами одним из своих самых любимых рецептов. В принципе, из названия самого видео несложно догадаться, почему мне нравится этот рецепт. Во-первых, это должно быть вкусно. Во-вторых, это должно быть просто в приготовлении. Ну и в-третьих, рецепт должен быть демократичным, чтобы каждый мог с учетом своих пристрастий гастрономических приготовить его и насладиться этим великолепным блюдом. Давайте по порядку. Мясо может быть абсолютно любое, друзья. Единственное условие, которое следует обязательно соблюдать, оно должно быть на кости. Ребра я нарезал. Есть у меня еще 4 вот таких медальона. Они тоже с косточкой. Вот он, казанчик наш готов. Здесь, смотрите, вообще все просто. Мясо будем укладывать мы в холодный казан. Вообще, само блюдо все закладывается в холодный казан. И чтобы у нас не было казусов с мясом, то есть чтобы оно у нас не пригорело, я дно выстилаю вот такими кусочками сала. То есть здесь опять мы возвращаемся к тому моменту, если вы не кушаете свинину, там баранина или говядина, ради бога, возьмите курдючное сало, не любите курдючное сало, возьмите немного масла, укладываю сало именно во все места, где мясо будет соприкасаться с казаном, все эти участки я закрываю. Друзья, сейчас многие поборники здорового образа жизни скажут: да ты чё, столько сала, это же невозможно, это жир. Друзья, сейчас самое время кушать именно сало там и прочее, курдючное сало. Почему? Объясню. Сейчас время вирусов, время ОРВИ, а чтобы защитить наши легкие, в организм должно поступать нужное количество, необходимое количество животных жиров. Вот, пожалуйста, это блюдо полностью компенсирует наши потребности. Естественно, во всем должна быть мера. Прям я начал переживать, что все остальное может не влезть. Ничего, постараемся все уместить. Следующим слоем пойдет лук. Его я нарежу полукольцами. Так будет самое то, что нужно. Перед тем, как положить лук, что, собственно, мне необходимо сделать? Это, конечно же, мясо надо посолить. 3 чайных ложки я сделал, где-то немножко больше. Все это высыпаю на мясо. В первую очередь идет кориандр. Далее свежемолотый перец. Дальше идет базилик. То есть на этом этапе уже начинаются различия. Если вы будете готовить из говядины или из баранины, то используйте на этом этапе зиру. Свежемолотая зира — это будет именно то, что нужно. И в конце красная паприка. С луком разобрались. Можно пару щепоток соли сверху посыпать и на лук. Следом у нас пойдет болгарский перец и 1 кабачок. Начнем с кабачка. И осталось мне порезать крупно на 4 части айву. Айва нам нужна для аромата, поэтому сильно много нам не нужно. Одной хватит. И как вы думаете, теперь же ведь это все как-то надо уложить. Чеснок я уложу сразу, пожалуй. Вот так немножко его утоплю. 3 головки, наверное, нам должно хватить. Все, вот так притрамбовали немножко. Теперь же еще надо уложить капусту, ребят. Просто, конечно, когда вы будете собирать это блюдо, учитывайте мою жадность, сделайте мясо немножко поменьше, чтобы овощей было все-таки положено, чтобы их было чуть-чуть побольше. В общем, перемалываю необходимое количество кориандра, чтобы
овощи тоже были, скажем так, со специями, чтобы они пропитались этим ароматом. И немного перчика. Базилик сюда я сыпать сверху не буду. Базилика будет достаточно того, который мы посыпали мясо. Завершающим аккордом у нас идет, не хочет, но идет, мы заставим, айва. Буквально, ну, 4 походу не влезет, но 3 штучки, наверное, все-таки притрамбую. Пару перчиков. Да что там пару, давайте уже 3. Еще пару щепоток соли. Все сложили, все накрыли. Перед тем, как накрыть крышкой, сверху я еще положу несколько веточек свежего базилика. То есть, если вниз мы отправляли сухой, то здесь у нас будет свежий аромат, как положено. Берем подходящую по диаметру тарелку, или может это разнос у вас какой-то будет. И сверху еще дополнительно накрываем. Когда овощи пустят сок, овощи, мясо, чтобы вот эти испарения все, чтобы они никуда не девались, чтобы циркулировали непосредственно в самом блюде, напитывая его вот этими ароматами. Только после этого накрываем основной крышкой. Все, друзья, теперь можно отправляться на улицу и разжигать костер. Ставлю казан. Живность радуется. Кто ж его нагрузил-то так, а? Сейчас я прикрою дверцу, задвину заслонку и на слабом огне будем томить наше блюдо лентяя. Примерно, ну, минимум часа полтора. Буквально 10 минут прошло. Все шкварчит, не знаю, слышно вам или нет. Должно быть слышно. Но открывать ни в коем случае нельзя. В общем, засек я 1,5 часа. Если будет у вас не свинина, а баранина или говядина, ну там уже, смотрите, 1,5-2 часа, не ошибетесь точно. Все, лентяй свое дело сделал. Теперь будет созерцать. Итак, друзья, в общем и целом 2 часа прошло, мяса много, я решил перестраховаться. Держал не 1,5 часа, а 2 часа. Так, ну открываем. Ой, как все пахнет, это не передать. Так, собираю, наверное, вот эту всю капусту, она теперь уже нам не нужна. В общем, ветерок здесь мешает, заношу я в дом казан и будем уже накладывать тарелку, уже не терпится попробовать. Что скажете? Красиво, правда? Это пища богов, божественно, без преувеличения. Вкус роскошный. Очень хотелось с вами поделиться этим вкусным, главное, простым рецептом. Наконец-то я это сделал. Сомнений даже не должно быть. Это однозначно к приготовлению. Готовьте и наслаждайтесь, друзья. До встречи в новом видео. Пока.